Всем привет! Совсем надоели мне мелкие модели. Сегодня на обзоре Monster. Модель длиной почти 1 метр. Да еще какая модель! Да и какого самолета! Самый изящный гражданский. Ту-144 в 72 масштабе фирмы Model Suite. Безумно большая коробка. Набор вышел в 2013 году. Длина модели 912 мм, размах крыла 389 мм, количество деталей в наборе 496. Стоимость говорить? Ладно, скажу, почти 33 тысячи рублей. А внутри коробки пакет с пластиковыми деталями, крыло и фюзеляж из стеклопластика, инструкция, цветная схема окраски и нанесения декалей, декаль и набор окрасочных масок. Материал фюзеляжа стеклопластик, выполнен в одну деталь. Имеет грубый шов посередине, который нужно будет убирать, конечно. Не прорезаны иллюминаторы, но о них поговорим чуть позже. Хорошо прорезана расшивка. Крыло также состоит из одной детали и так же, как и фюзеляж, сделано из стеклопластика. Расшивка впечатляет. Ну, посмотрите поближе. Есть, конечно, небольшие дефекты, но они легко убираются, это не страшно. Форма крыла изогнутая вниз, как на прототипе. Фюзеляж прекрасно встает на свое место, на место крепления с крылом. Есть, конечно, щель, но она небольшая, здесь сложностей быть не должно. Иллюминаторы даны прозрачными пластинами. Сами они не прорезаны на фюзеляже. Я, конечно, предполагаю, как это все можно сделать, но если кто-то из вас уже сталкивался с таким решением, прошу подсказать. Нормальное остекление кабины пилотов. Но лучше поближе посмотреть. Еще один прозрачный литник с фарами. И начались пластиковые детали. 4 одинаковых литника с двигателями. Сопла форсажной камеры двигателя дана в двух вариантах. В данном наборе все собирается блоками. И все литники по каждому блоку лежат в отдельных пакетах. Скомпонованы очень удобно. Сейчас будут 5 литников, все детали которых предназначаются для сборки одной мотогондолы. Конкретно в данном случае правой. Все литники подписаны лево-право, что очень удобно. А номера деталей только в инструкции, что не очень удобно.
И идентичные предыдущим 5 литников, но для левой мотогондолы. Литник с частью фюзеляжа, где устанавливается кабина пилотов. Киль самолета с рулем направления. И вторые части этих же деталей самолета. Огромное количество пилонов. Что вот здесь посередине, я не определил. Но при сборке оно не используется. Здесь вопрос, куда и зачем. Литник с хвостовой частью. Детали для интерьера самолета. Кресло пилотов, перегородки, приборная панель. Литник F также содержит детали для интерьера. Заметьте, опять же все блоками. Так же как и литник M. Мелочевка для интерьера, штурвалы, ну и так далее. Передние крылышки. Набор позволяет сделать выбор. Сделать их выпущенными или убранными. Опускаемая носовая часть 144. Также есть опция поднять или опустить. Решает собирающий. Приемник воздушного давления. И что это тут у нас? Похоже на ниши шасси. А детализация какая? А это детали самих шасси. И если литника 2, то детали основных стоек шасси. Ну а это очень впечатляющая передняя стойка. Знаете, что за литник? Это диски колес. А вот и сами колеса. Они отлиты половинами. Не очень удобно, конечно, но цельными, я так думаю, что технологически сложно было сделать. Смотрите поближе. Набор окрасочных масок на остекление кабины пилотов. Громаднейший лист декалей. Ливрея? Ну, понятное дело, что Аэрофлот. Один из двух очень известных прототипов можно собрать. Один из них существует как музейный экспонат, а второй, к сожалению, разбился. И еще один маленький лист с флагами Советского Союза. Обозначением Ту-144 и декалями на интерьер кабины пилотов. Черно-белая инструкция на двух языках, английском и русском. Описанием прототипа самолета, красками, цвета которых нужно будет использовать при окрасе модели. 4 страницы с обозначением деталей и литников, содержимым набора. И сборка. Печать отличная, все видно очень хорошо.
Схема сборки тоже достойная. Ну, вроде как все понятно. Короче, ребята, мне всегда нравился данный самолет. А в данную модель я просто влюбился. Итого, что мы имеем? Модель длиной 1 метр. Опции с опущенной носовой частью или выпущенной. Со сложенными передними крылышками или нет. Два варианта очень известных прототипов, один из которых стоит в 20 километров от меня. Ну чудесно прям. И остается только посмотреть на схему окраски самолета. Она цветная. Итак, первый вариант. Печально известный борт 77102, который разбился на авиашоу во Франции, Ле Бурже, 3 июня 1973 года. И борт номер 77106, который находится в прекрасном состоянии, в прекрасном музее в подмосковном Монино. А на сегодня все. Приобрести модель, вернее данный набор, вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. Хорошей вам сборки. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.